Здравствуйте. Меня зовут Александр Горецкий. Я директор Академии регенеративной медицины. Сегодня мы приехали во Франкфурт для того, чтобы показать доказательства того, что мы делаем. И чтобы каждый, кто увидит этот фильм, знал, что существует регенеративная медицина и существует методика, которую я называю эликсиром молодости, которая реально регенерирует организм и стимулирует настолько, что с возрастом человек не стареет, а потихоньку омолаживается. И организм понемногу дает обратный ход тем проблемам, которые появились за многие годы. Существует проблема, которую люди не понимают и не верят в то, что существует у нас, а таких результатов нигде в мире нет. Эта женщина расскажет свою историю. Я коротко скажу, что она приехала к нам 6 лет тому назад. Она 3 года лежала в кровати. Ее почки практически нуждались в диализе, уже не работали. Она перенесла 2 инфаркта, 3 операции глаз. И фактически не видела. Лежала в кровати. Она к нам приехала в электрической коляске. Сегодня я считаю, что она вполне здорова. Она горстями пила таблетки, чтобы как-то функционировать. А теперь она ничего не принимает, чтобы в таком возрасте, 92-го года, чтобы ничего не принимать и функционировать. Это реально чудо. И с каждым днем, как она сама скажет, она чувствует себя не хуже. Так как это должно быть теоретически у нормальных людей в таком возрасте, а только лучше. И это чудо. И я это называю эликсиром молодости. Если кто-то не верит, то может приехать сюда, во Франкфурт, к ней в гости, и своими глазами увидеть это чудо, которое происходит сейчас с этой женщиной. Меня зовут Аделя. Я родилась в Германии. Но после Второй мировой войны мою семью забрали в Польшу. И после войны я была полячкой. Я выучила польский язык. Потом ходила в школу. Потом работала. Я работала до 50 лет. Мне было тут хорошо. Приехал мой сын Андрей. И так мы с ним живем. Я постоянно болею. Поэтому мне хорошо, что не нужно работать, что я на пенсии. Мне хорошо с ним, потому что если бы я была одна, я не знаю, как бы это было. Я была бы совсем одна. А так я никогда еще не была одна. Мне с ним очень хорошо. Что случилось, что вы к нам приехали в город Свебодзице? Чем вы болели? Я постоянно болела и болела. Все у меня болело. Почки болели. Уши, глаза, почки. Я перенесла 3 инфаркта, и я была осторожна, чтобы не было еще больше. Я никогда не думала,
что я так переживу эти болезни сердца. Благодаря Александру. Мы приехали туда, так как искали эффективной помощи, чтобы так не болеть. И я ее нашла у Александра. Перед тем, как приехать, вы уже 3 года лежали. Практически не вставая, организм не функционировал. Сначала я лежала в кровати. Потом я получила электрическую коляску. Коляску простую, которую я выкинула, так как это был самый худший вариант. И мы купили в Польше такую легкую коляску, которую можно легко поместить в машине. Вы уже фактически не могли сами передвигаться. Вообще не могла сама. Мне было так тяжело. Тяжелее всего было сесть в машину. Это было очень тяжело. По лестнице вы тоже не ходили? Вообще не ходила по лестнице. Только после того, как Александр увидел, что мне тяжело, то мне еще дополнительно отключил лифт, чтобы я не ездила, только ходила по лестнице. Это все во время нашей терапии, да? Вредный такой был. Александр был вредный. Я только хотел, чтобы вы быстрее выздоровели. Да, хотел. И это привело к тому, что я выздоровела благодаря ему. Я ему благодарна. Всю жизнь буду об этом помнить. Сколько таблеток в день вы принимали? Очень много. Сколько? Примерно было 20 штук? Не знаю сколько, но очень много таблеток. С утра 10. В обед, наверное, 10. Всегда было примерно 10, 15, 18. А теперь сколько? Теперь ни одной таблетки. Сколько вам лет? В ноябре мне будет 20, то есть 92. Почти 6 лет тому назад вы у нас были. Примерно так. Примерно в сентябре. Сейчас у нас июнь. Почти 6 лет. Вы у нас были от 1 сентября. Кто бы подумал, что я еще столько проживу. В том состоянии здоровья вы не думали, что так будет, да? Нет, не думала. Если у меня так сердце и... После 2 инфарктов. Плюс почти почки не работали. Вам предлагали диализ, да? Еще немного, и я бы пошла на это. Но Андрей сказал: не иди, попробуй еще это, еще то. И так я ходила на анализ мочи, и как-то потихоньку прошло. Как-то все происходит медленно. Вы помните, как вы были испуганы? Когда во время терапии еще больше поднялось давление. Когда вы приехали, у вас давление было до 200, а во время терапии стало доходить до 250 и даже 260. Да, так было. И сколько страха было? Аппарат, меряющий давление, показывал такой результат. Несмотря на то, что вы себя хорошо чувствовали, результат был настолько ошеломляющий, что в ваших глазах мы видели страх. Я его помню до сих пор. И как теперь? В течение полугода давление уменьшилось. И пришло в норму, и почки теперь работают нормально. Да, почки, желудок, все. Когда я была 3 часа дня в больнице,
Мне написали такое письмо, что я даже боялась идти в какое-либо учреждение с этой, как это сказать, справкой. Они написали, что все в порядке, органы здоровы, как у молодого человека. Как вы считаете, мы 6 лет назад мощно воздействовали на организм? Какой процесс происходит за это время? Вы чувствуете, что вы и так стареете, так, как должно быть? Или наоборот идет процесс омоложения и организм? Вы чувствуете себя лучше или хуже? Как вы чувствуете? Не хуже. Но понемногу, не с каждым днем, но с каждым годом я себя чувствую лучше. С каждым годом все лучше. Я не знаю, что это, но все лучше. Вы с Андреем до сих пор делаете некоторые из процедур, которые вы видели у меня. Я так понял, что Андрей говорил, что вы делаете и массажи, и грязевые процедуры, и натирание. Да. Он делал многое. Теперь уже немного ленится, да? Поначалу много делал, да? Поначалу много, а теперь видит, что я уже здорова, и поэтому меньше делает, да? Я считаю, что многое дает та любовь, которую Андрей вам передает, как сын. Я смотрю на вас, и серьезно, аж сердце радуется, что Андрей очень о вас заботится. Редко встречаются такие случаи. У меня есть пациенты, у которых семья, наоборот, уничтожает друг друга, а у вас есть духовная поддержка сына, который вас очень любит, поддерживает и заботится от всего сердца. И это тоже очень мощное лекарство. Он на самом деле меня так любит, что аж слишком сильно, и это чувствуется. Любовь тоже держит вас при жизни. Можно так сказать. И с одной стороны, это те методики, которые мы использовали, позволяют понемногу омолаживаться и с каждым годом чувствовать себя лучше, а не хуже. Как это должно теоретически происходить в таком возрасте 92-го года, так как вы себя чувствуете лучше и в течение 6 лет нормально функционируете? В течение 6 лет вы были у нас только раз на коротком повторном курсе, а все остальное время сами делали какие-то процедуры, которые вы видели у нас, и делаете их. И это помогает нормально функционировать и жить. Да, Саше помогает то, что сейчас делаю. А он меня никогда одну не оставляет. Это ужасно, когда ты остаешься один. Всегда забирает меня с собой даже в любое бюро, когда куда-то едет по делам. Забирает меня с собой, чтобы только я не была одна. Я очень этому рада. Я считаю, что-то, что мы делаем, это в какой-то степени эликсир молодости. Как вы считаете, это правда? Да, так оно и есть, так как это видно на каждом шагу. И вы чувствуете себя с каждым годом все лучше. Это невероятные эффекты, которые нужно почувствовать на себе, чтобы понять. Это нельзя передать, нельзя даже сделать исследований, нужно смотреть и все. Если бы кто-нибудь видел вас 6 лет тому назад, когда вы приехали на электрической коляске,
Вы были нашей первой пациенткой на электрической коляске, не двигались. Вас просто носили на руках на процедуры. Везде перекладывали. А теперь вы ходите, функционируете, сами себя обслуживаете. Полностью сами себя обслуживаете дома. Это невероятные эффекты, и я считаю, что вы очень хороший пример. Здоровья, жизни, борьбы с болезнями. Примером любви в вашей семье. Я иногда даже шутил, что у вас невероятное богатство, которое является вашим здоровьем. И у вас нет богатства физического. Но есть хорошая пенсия, которая помогает вам и Андрею жить, функционировать. Если бы у вас было физическое богатство, то, может, было бы хуже. А так как вы не богатый человек, то у вас большое духовное богатство. То, что нельзя лечить деньгами, нельзя лечить ничем другим материальным. Я очень удивлен вашим с Андреем подходом друг к другу и тем, как все это происходит, как вы живете и как все у вас выглядит. Может, вы хотели бы еще что-то сказать? Я только очень, очень благодарна за то, что вы сделали. И я не забуду той доброты, которую я от вас получила. Я надеюсь, что все останется как есть. Я себя очень хорошо чувствую. Я знаю, что ноги тоже залечатся, так как это не болезнь. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я считаю, что так оно и будет. Я честно скажу, что когда я ехал во Франкфурт, я думал, что вы будете в намного худшем состоянии. Я говорю честно. Когда я вас увидел, что вы функционируете, ходите, все нормально. Я серьезно был немного в шоке. Я знаю, что-то, что мы делаем, это чудо, но чтобы настолько, я был удивлен. Очень удивлен и поздравляю, что вам удалось и с нашей помощью, можно сказать, получить такой результат. Я очень вас поздравляю. Те, кто долго меня не видел, говорят, что я выгляжу намного моложе. Я сегодня вам дал бы около 70 лет. Сколько? 70. Я серьезно. Может, камера немного иначе показывает. Но то, что я видел раньше, то вы выглядели на 88. Сейчас все по-другому. Когда ко мне приезжают пациенты, которым 70-80 лет, по сравнению с вами, я вам говорю, что я не дал бы вам более 70 лет. Таких старых людей у вас не было. И по 90 лет были. У них тоже очень хорошие результаты. Я очень довольна, очень довольна. Я всегда говорю, что Александр – это хороший человек. Сейчас мы еще поговорим с Андреем, с вашим сыном. Он расскажет, как все было. Он тоже принимал участие в том процессе, был и свидетелем. И видел, как все происходило во время того процесса.
который происходил 6 лет назад. Андрей, ты участвовал в этой терапии. И 6 лет назад ты приехал с мамой. Расскажи, как это происходило. Что раньше происходило с твоей мамой? Почему вы приехали и что произошло? Мама постоянно болела, и ничего не можно было поделать. И тогда я узнал, что есть такая академия и терапия, и лечение, и мы приехали. Мы поехали, и все началось. После первой такой 2-недельной терапии мама чувствовала себя лучше, начинала делать первые шаги. Потом мы поехали еще по 2 раза на 3 недели. И так потихоньку ее болезни начали исчезать. Приходило здоровье, молодость приходила. Все происходило медленно, и до сегодняшнего дня все это происходит. Даже сейчас видно, что после процедуры ей все лучше. Процесс постоянно идет, так как бы организм получил такой толчок, что происходит как бы процесс омоложения. Ты не видишь у мамы процесса старения, да? Не вижу вообще, скорее наоборот. Когда-то я ее вел за руку, чтобы она не упала. Теперь я могу ее пустить, и она сама идет. Может сама в магазин сходить. Когда-то она сама не могла ходить. А так все лучше и лучше и лучше. И сейчас вес больше и больше. Так как бы организм получил такой толчок, и ее уже нельзя остановить. В медицине даже нет такого понятия, как восстановление зрения, да? А я знаю, что твоя мама очень хорошо восстановила зрение. После наших капель, упражнений и процедур. Как все было раньше, как все было раньше. Это видно по ее возрасту. Я тоже носил очки и тоже капал капли. И делал упражнения, не ношу очков. Что было у мамы? Там были уже все болезни. Потеря зрения уже была неизбежна. Она пошла на операцию. Но после операции не было ни хорошо, ни плохо. Но все еще нужно носить очки. У нее было 3 операции перед приездом, да? 2 операции. Или 3. Все таки 3 операции. Потом мы начали капать. То закончились проблемы с глазами. У мамы процесс происходил по-другому, и у меня происходил по-другому. Она начала видеть без очков. Теперь мама не носит очков. Нет, вообще не носят. Если очень темно и пасмурно или очень маленькие буквы, то мы берем лупу и читаем с лупой. Это как у каждого. А если такая погода, как сейчас, то очки не нужны. А у тебя какие были? То же самое. У меня было плюс 4,5 на одном и на втором, похоже, плюс 3,5 плюс 4,5. У тебя было большое косоглазие. Косоглазие было большое. Иногда этот глаз еще куда-то убегает, но это не то. Я ничего не видел без очков. А после этого уже через неделю, после использования капель, я очень хорошо видел далеко. Потом это все менялось. Потом я опять видел близко, а далеко не видел. А теперь я вижу между тем и тем. Так как это и должно быть. Когда ты начал капать капли. И когда у тебя было косоглазие, ты говорил, что ты видишь все в черно-белых тонах, а потом начал видеть цвета. Если смотреть сбоку, то я видел. Если смотреть в пункт, то было все черное. А что теперь? А теперь нормально. Я уже привык без очков. Так что все действуют. И на зрение тоже, которое, как говорят, вообще невозможно восстановить. Да,
Но когда глаза уставшие, человек закапает глаза и совсем по-другому видит. И что ты можешь сказать на тему этих капель? Действует на 100%, да? По маме видно, что на 100%, а по мне еще нет. Еще не так хорошо. Но то, что мама раньше не видела, а теперь видят это точно. Ты ленишься капать глаза? Редко это делаешь? Да, я то забуду, то еще что. Не делаю этого так систематически, поэтому так и происходит. А мама систематически, поэтому на нее подействовала еще лучше, да. Но я вижу очень большое улучшение. Она не могла читать без очков. Я не могу читать без очков. Но мама читает уже без очков. У нее это произошло быстрее, в ее-то возрасте. Да, еще ее возраст. Каждый организм индивидуален. У мамы еще была опухоль в животе. Мы тоже воздействовали на эту опухоль. Фактически в течение первого курса лечения. Даже если я правильно помню, через 2 недели мы сделали анализы, он уменьшился более чем в 2 раза. Был 14 сантиметров, а стал 9 сантиметров. Да, но радиус намного уменьшился. Потом был написан размер опухоли, которую вырезали. Там было написано 7 сантиметров. Можно было и не вырезать, так как я говорил, но вы мне тогда звонили, что мама испугана, что опухоль еще не прошла. Врачи пугают, что это может быть рак. Ей это просто мешало. Да, психически. Психически и вообще. Поэтому я и говорил, что если хотите, удаляйте. Это была такая опухоль здесь, она мешала. Да. Она об этом думала, и ей это мешало. Это понятно. Но вот видишь, даже то, что вы сделали, ничему не помешало. Оно бы понемногу сошло. Но если захотели удалить, то тоже пойдет. Очень хорошо, что тогда не было еще требований с обязательной химиотерапией, которые дают перед операцией, после операции. Худшее из всего было то, что они сказали, что врач написал, что почки мертвые и нужно сделать диализ. Перед тем, как вы приехали. Да. А теперь анализы показали, что после всех этих лет процедур почки полностью здоровы. То как это понять? Воскрешение или как? Там было написано, что их просто нет, а тут что они есть. Как это произошло, никто не знает. Вот видишь. Если организм с года в год омолаживается и все лучше и лучше, то и почки регенерируются. Организм человека способен настолько регенерироваться, его нужно очистить, активировать, и он дальше функционирует. И не нужно никаких таблеток, так как видно у вас, кто бы мог сказать, что столько лет. Вы принимали столько таблеток, а теперь ни одной. Найдите сегодня хотя бы одного человека, который ничего не принимает. Да, теперь всю горстями пьют таблетки, БАДы, а вы ничего не принимаете. Единственное, что она принимает, это витамин С, К, то есть витамины с маслами, чтобы дать организму витамин. Это не вредит. Воды много пьет, соль. Старость должна приходить вместе с возрастом. А тут все наоборот. Это странно. Это чудо, которое в наших условиях является нормальным процессом. Когда у нас пребывают люди на лечении, это как перевернуть время вспять. Я это так вижу. С каждым днем все лучше и лучше. Старый человек всегда ноет, а тут болит, а тут болит. Мама ни на что не жалуется. Она вчера говорила, что еще немного ноги болят, но это тоже процесс такой. Кто знает, может, это еще идет исцеление, идет регенерация того, что было повреждено много лет назад. Я ничего такого не помню. А может, это обморожение. Она в молодости отморозила ноги,
Может, это сейчас происходит. Может, это сейчас регенерируется. Посмотрим, что будет дальше. Я считаю, что нужно будет приехать сейчас на несколько дней. Посмотрим, что еще осталось. Где нужно дать толчок регенерации. А вы будете еще и дальше омолаживаться. И теперь появится одна проблема. Нужно какого-нибудь дедушку здорового найти. Ну а что? 92-го года – это всего ничего. Каждую зиму она ездит на лыжах. Плаваем в бассейне. Ходит самостоятельно. В бассейне как плаваете? Нормально. Я только несколько раз. Несколько раз. Проплывет пару раз туда-обратно. На спине. На спине? Ну видишь, чудо. Бассейн проплывет. Сейчас не плавала. Не было возможности. Когда она последний раз плавала? Каждый день. Каждый день? Каждый второй день. Это очень хорошо. Там есть мощные напоры воды. Массажи водные, и она там вся массируется. У меня была тут сломанная рука. Это давно было. И шина мне не помогла. Совсем мне не помогла. А теперь как-то лучше. Потому что начала плавать. То есть не могла нормально двигать. Теперь плавает. Я даже так не могла поднять. А теперь вот так могу сделать. Она перестала плавать. Потому что голову не умела поднять во время плавания. Я ей показывал, а у нее не получалось. Все остается только позавидовать. Очень сильно позавидовать вам вашего здоровья. Но белой завистью, да. Организм стоит запустить, чтобы он пошел в другую сторону. Запустить организм – это, наверное, самое важное. А скажи, ты тоже делал немного процедуры, когда с мамой был, и потом сам приезжал. Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую очень хорошо. Ничего не происходит. А я не был так здоров ранее. Я хожу в сауну, делаю некоторые процедуры. Я видел, что ты очень хорошо оборудовал свою квартиру для процедур, которые ты у нас увидели, теперь применяешь их дома. И холодная вода, и сауна. Мама сама идет и в сауну, и под холодную воду. Организм стоит активировать, а потом все происходит само. Мама раньше была полнее, теперь она дошла до своего нормального веса, похудела на 10 килограммов. Я весил 108, теперь вешу 85. Я ем все, никаких диет, никаких диет. Наша диета номер 1, никаких диет, никаких диет. Я все ем, все пью, это очень важно. Все, кто нам приезжает, применяют какие-то диеты и пробовали их огромное количество. Голодовки, диеты, все, что можно. А на самом деле нужно нормально питаться. И тогда будут все элементы, необходимые для организма. Диеты только ограничивают. А зачем это нужно? Единственное, что мы ограничили, это сахар. Конфеты, сахар. Это мы ограничили. Человек лучше себя без этого чувствует. Немного. Но это тоже не мешает. Но все равно лучше себя чувствуешь. Это как бросить курить. Точно так же с сахаром. И это опять же вы ограничили после наших процедур. Само по себе. Да, это уже не такое вкусное, как казалось раньше. Я скажу почему. Раньше организму нежен был сахар, так как без сахара организм не мог работать. Сахар – это энергия, создает много энергии в организме. Когда теперь ваш организм нормально функционирует, он из пищи, которую вы принимаете, берет и сам перерабатывает сахар, и он ему уже не нужен. Если бы вы еще дополнительно ели сахар, то это была бы уже передозировка. Это не нужно. А так организм теперь нормально работает без сахара, без глюкозы, которая принималась в натуральном состоянии. А теперь это не нужно. Нормально работающий организм сам выбирает, что ему нужно. И это нужно есть. Да,
Все, что нужно, организм сам выбирает, впитывает то, что нужно, а остальное откидывает и нормально работает. Раньше я в течение ночи мог съесть 2 шоколадки, ночью встать и съесть целые шоколадки, а теперь я этого не хочу. Раз в месяц я захочу и съем 2-3 кусочка шоколада, и это мне достаточно. А когда-то я вставал ночью. Теперь организм не хочет этого. Это можно легко объяснить. Шоколад – это очень сильный временный момент, активатор производства гормонов счастья в организме, которые тоже принимают участие в регенерации. Когда этих гормонов не хватает, то организму нужно это чем-то заменить. Это может быть солнце, солярий или шоколад. Ты его съел, и организм временно производит гормоны. Поэтому если организм нормально работает и вам не нужны, можно сказать, искусственные гормоны, он сам производит все, что нужно, и это не нужно. Ваш организм сейчас работает так, как нормальный организм, без каких-либо проблем. Если бы были какие-то проблемы, вы бы уже бежали в больницу, что-то делали. А сейчас нет лекарств, нет болезней, нет проблем. Нет лекарств и нет проблем со здоровьем. Как это людям объяснить? Люди горстями принимают БАДы, лекарства, витамины, а можно жить без этого. Запустить организм настолько, чтобы он работал сам. Люди сами из себя делают больных. У меня есть способность диагнозировать некоторые вещи. И ко мне часто приезжают или звонят люди и просят, что они хотят приехать на консультацию, поставить диагноз. А говорю, что я не буду этого делать, потому что я избавляю от диагноза, а не ставлю диагноз для того, чтобы человек с ним дальше жил, брал лекарства. В процессе нашей реабилитации, регенерации организма мы удаляем все проблемы со здоровьем, и организм человека работает сам по себе. И с каждым годом, как и на вашем примере, мы получаем необыкновенные результаты. Не буду говорить, что у всех будет такой же результат. И объясню почему. Я обратил внимание, когда мы с вами разговаривали, на вашу любовь. Эта любовь дает очень многое. Как у тебя вместе с мамой. Ты ее так любишь. Поддерживаешь ее и духовно, и физически минус. Редко встречается такая семья, где люди сами по себе так к себе относились. Как ты смотришь за мамой? Это действительно редкость. Я скажу, что это очень хороший пример. И я тебя поздравляю. Человек хочет жить, да? Хочешь жить, и чтобы кто-то другой жил. А если будешь к человеку плохо относиться, то он не будет хотеть жить. Да и он умрет. Понимаешь, да? То, что, можно сказать, твоя мама омолаживается. Это мы запустили этот процесс. А то, что она дальше живет, это твоя заслуга. Твоя заслуга. Я так считаю. Я считаю, что люди не умирают. Люди сами себя убивают. Сами или их семья сами себя убивают. Ну хорошо. Спасибо большое. Я бы хотел, чтобы вы поняли, что в жизни есть что-то, что отличается от других методик. То, что я называю эликсиром молодости, то, что мы делаем, это процесс регенерации организма, и это работает так, как у этой женщины. Ты живой тому пример, и я думаю, что так еще будет долго. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Взаимно.